привет! Я сегодня приехала на съемку в городок, который называется Лагуна-Бич. Он находится южнее, поэтому здесь всегда классная погода. Здесь теплее, нежели в основной части Лос-Анджелеса. Этот городок у океана, очень красивый, эстетичный. Реально обожаю это место. Я сегодня снимаю и коммерцию, и там для своего портфолио, для фотографа. Мы с этим фотографом много раз вместе снимали. В общем, люблю, когда мы совмещаем, да, и коммерческое что-то, и творческое. Будем снимать в таком красивом доме. Он возле океана, тоже вот на второй линии. Не знаю, если время хватит, возможно, пойдем на пляж. Посмотрим по времени, потому что, да, сейчас день короче, увы, за что вот я не люблю зиму. Вот, а я сегодня приехала где-то на минут 40 раньше, для того, чтобы просто погулять одной по этому городку, потому что мне настолько нравится. How do I deal with what I'm feeling? Maybe I just don't. Так, ребят, поделюсь с вами своими обновлениями по уходу за кожей. Я сейчас выработала для себя очень рабочую схему по уходу, которая мне идеально подходит, и я просто невероятно счастлива. То есть сначала я прорабатываю лицо аппаратом Дарсонвалем, после чего я наношу сыворотку, которую я вам показывала, кстати, в прошлом влоге. Я ее как раз заказала, и она уже ко мне пришла, я сейчас пользуюсь, я невероятно довольна этой сывороткой. Это одна из самых лучших сывороток, которые у меня когда-либо были. И после этого наношу крем Biologic, который я заказала изначально для Жени, но я его попробовала, и мне именно этот вид крема идеально подходит, потому что у меня был тоже Biologic от пигментации, и мне он нравится меньше. Этот просто вообще идеальный. И поэтому я думаю себе заказать точно такой же крем. Что касается аппарата Дарсонваль, это для меня это вообще открытие. Несмотря на то, что он существует уже сколько лет, косметологи его используют, но я никогда не придавала ему значения, уж тем более не хотела его покупать. И вот мне косметолог порекомендовала, говорит, возьми, причем можешь взять любой, не обязательно дорогой, потому что они разные есть там по ценовой категории, говорит, принцип действия один и тот же, может взять самый простой. И он реально работает, то есть, во-первых, он сужает поры, и он снимает отеки, улучшает регенерацию кожи, потому что я вижу, если у меня там были какие-то покраснения, воспаления, пятнышки, на следующий день после проведения этой процедуры все проходит. То есть, ну, я реально вижу эффект. Очень крутая штука, его вообще нужно курсом проходить, я там читала, то есть где-то через день по минут 10-15. И также его используют для волос, для тех, у кого выпадают волосы. Там есть еще такая специальная насадка, ним проходишься по коже головы и воздействует там на волосяную эту луковицу, и возобновляется рост волос. Я сейчас в шоуруме выбираю себе аутфиты для ивента, и вот не знаю, что выбрать. Это платье красивое, но оно очень длинное, придется каблуки одевать высокие. Принт красивый. В общем, я выбрала себе платье на ивент, также они мне подарили еще кофту, которая мне понравилась, очень милые работники. У меня на следующей неделе 2 ивента будет, мы с Русланой едем, это 2 разных бренда. Вот, и я себе поставила цель на этот год быть более социально активной, выбираться на какие-то мероприятия, общаться с людьми, заводить новые знакомства, потому что это то, чего у меня не было в прошлом году и позапрошлом, наверное, тоже. Вот меня постоянно звали куда-то, дни рождения, мероприятия, ивенты. Я постоянно находила причины, чтобы не ходить, потому что внутренне мне как-то этого не хотелось. Вот настолько я как-то в себя ушла, что вообще вот не хотелось находиться с людьми. И даже когда, я помню, мы куда-то выбирались, такие минутки, вот, ну, как какой-то дискомфорт был. А сейчас я прям чувствую, что наоборот хочу. Так, ну что, ребят, я уже готова ехать на вечеринку, накрасилась. И да, это, кстати, моя первая вечеринка за довольно долгий период времени. Я не помню, когда я в последний раз ехала куда-то на какое-то мероприятие, где много людей, шумно и так далее. Как я говорила, начинаю этот год с социализации, с каких-то встреч, вечеринок, мероприятий. Мне этого точно не хватало. И да, я вам сейчас покажу платье, которое я выбрала.
В общем, мне очень понравилось тогда длинное платье, но я остановила свой выбор на коротком, потому что оно, на мой взгляд, более практичное, и мне не хотелось надевать прям супер высокие каблуки. Ребят, помните, я вам рассказывала о том, что мой муж осенью снял клип для группы Fallen in Reverse. Это, кажется, уже 6-й или 7-й клип, который он снимает для этой группы. И на этом проекте я работала стилистом. Так вот, клип этот уже вышел, вы можете его посмотреть на ютубе. Ссылку я оставлю под этим видео. И также я могу вам уже наконец-то рассказать и показать, как проходили съемки, как это все было, как мне там работалось. В этой съемке участвовало очень много людей, то есть там массовки было 70 человек, то есть и для каждого, да, должна быть одежда. Часть вещей я арендовала, часть вещей я покупала. Я ездила в разные места, это разные ренталы, например, Universal Studio. Там очень интересно, очень много одежды, которую можно арендовать, там много каких-то аксессуаров, одежд, которые использовались в очень знаменитых фильмах, и там много-много всего, там можно рыться просто с утра до вечера, но я вам скажу, от этого никак не легче. Мы сегодня с мамой второй день ходим, выбираем одежду. Для съемок это такой непростой процесс, как вы видите, оно такое все прям двухъярусное. Еще, чтобы дотянуться до чего-то, нужно ставить огромную лестницу. И это даже одежды, знаете, тяжело достать, потому что оно все битком набито, там прям впритык. Все костюмы разобраны, то есть все нужно по деталям собирать, то есть аксессуары отдельно. Там это не то, что, да, вот взял ты костюм священника, и там все упаковано. Нет, ты выбираешь сначала эту рубашку под низ, потом ты выбираешь сверху вот эту накидку, потом ты выбираешь головной убор, там уже кресты и так далее. И сейчас нашли мы кое-что, узнаем цену на это все и будем сегодня уже принимать окончательное решение. Нужно спешить, потому что до съемок осталась уже буквально 1 неделя. Это, кстати, очень большие съемки, и у нас будет 4 дня. Вообще такой очень большой проект. Смотреть, какие есть варианты этих аутфитов, смотреть, сколько там, например, по количеству, потому что у нас много людей, если я что-то беру, оно должно быть в определенном количестве. Потом выбирать самые лучшие варианты, показывать Жене, когда он это утверждал, тогда надо было ехать это все забирать и так далее. Я много раз так ездила. Часть вещей я заказала онлайн, но там тоже, сами понимаете, когда вы что-то заказываете онлайн, даже для себя, там одну какую-то вещь, и то могут ошибиться, да, там не тот размер, не та ткань, не так выглядит, еще что-то, а тут ты заказываешь просто уйму вещей. Я дома сидела, наверное, вся в этих коробках, там просто какое-то невероятное количество было и пальто, плащей, пересмотреть, бирки отобрать и так далее. Да, я все это делала, все проверяла, и в итоге все равно не доглядела одну вещь, причем очень важную, и из-за этого у меня был такой сумасшедший стресс, что это не передать словами. Так вот, у нас была одна сцена в клипе, где мы должны были сжигать священника. Это одна из ключевых сцен, и одна из дорогих сцен. Для этой сцены мы нанимали специально обученного человека станда, да, который все это выполнял. И они нам прислали инструкцию, правила там для этой сцены. То есть, во-первых, вся одежда должна быть из 100% катона, потому что все это потом еще каким-то веществом покрывалось, там у них какая-то особая технология для того, чтобы человек на съемке не получил ожоги. И что вы думаете, я заказываю костюм священника, на сайте написано 100% катон, и я не проверила. И в итоге оказалось, что это вообще не катон. И об этом я узнала буквально вот мы завтра снимаем сцену утром, а я узнаю об этом вечером. Я посмотрела, слава богу, что хотя бы вечером я посмотрела этикетку, а не оказалось это вот все уже на съемке, тогда бы это вообще был бы ужас. Но, тем не менее, вот представьте, там было уже 8 часов вечера, где я должна была найти костюм священника. Это специализированные магазины, плюс они реально делают часто эти костюмы из полиэстера, из каких-то других тканей, с какими-то примесями и так далее. И плюс еще такое время, что, уже буквально все закрыто. В общем, как я вышла из этой ситуации? Изначально у священника предполагался такой более классический наряд. Это такая длинная накидка.
Но потом я решила, что можно сделать более современный вариант, например, просто черные брюки, черная рубашка, как у них там со стоечкой такой, и здесь, да, этот белый воротничок, белая полосочка, не знаю, как это называется правильно. И я просто пошла в мужской отдел, нашла черные брюки с катона, рубашку с катона и просто сделала этот кусочек ткани, подшила и как бы вставила его вот сюда, и в итоге получился костюм священника. Но это просто, все это было на таком стрессе, что это не передать словами. Возможно, если бы у меня было больше опыта, то я бы, конечно же, такой ошибки не допустила, я бы 100% сразу проверила составы все. А во-вторых, даже если бы была такая ситуация, я бы все равно бы это не делала, знаете, в таком перепуганном состоянии, я это делала более спокойно, потому что, естественно, чем больше у тебя опыта, тем проще ты относишься к таким вещам. А для меня тогда это была просто катастрофа, я была просто в какой-то панике. Ну, благо все получилось, и сцена это получилась очень круто. Я еду сейчас на съемку, погода у нас нелетная, это мягко сказано. Я еду на автопилоте, но автопилот работает только на минимальной скорости. Я еду 50 миль в час, но я приеду вовремя, просто я планировала приехать немножко раньше, хотела еще зайти там, может, напиток какой-то купить. Ну, я люблю немного раньше приезжать, всегда, чтобы с запасом было время, но как-то так. Вот. У нас сейчас просто сезон дождей начался в LA. У нас никогда не было такого количества дождей, как в этом году. Просто вообще. Но зато весной будет красиво. Уже сейчас все зеленое, а весной, наверное, вообще у нас будет рай. После чего я еду домой, и вечером мы с Женей идем в ресторан. Мы забронировали столик. Это тот ресторан, где мне Женя сделал предложение руки и сердца. И у нас сегодня 8-я годовщина брака, поэтому мы решили символично отпраздновать в том же месте. Вот. А мы сегодня еще утром проснулись, родители нас поздравили, они заказали такой торт с надписью. Ну, мы просто не ожидали, так было приятно. Вообще, у меня родители просто замечательные. Because I got to say, so I'm in love with you. What are we gonna do? Мы остановились зарядить Теслу и зашли в музей, увидели. И оказывается, что в этом месте, здесь каньоны, пустыня, было снято такое огромное количество фильмов. Здесь были сняты разные вестерны, начиная с 20-х, 30-х годов. Их было снято более 600. Сцена из «Железного человека», если говорить про новые фильмы. Вот этот ужастик с этим, забыла, как он называется, я вставлю название. Вот это костюм из фильма «Гладиатор». Фильм, где-то какие-то сцены с этого фильма снимали здесь, в каньонах. Также снимали фильм «Джанго» с Квентином Тарантино. И, кстати, тут Квентин Тарантино роспись свою оставил. Вот вся их команда. В общем, расскажу, как все было. Мы должны были поехать в ресторан на нашу годовщину. В итоге мы никуда не поехали. Я приехала со съемки, и, кстати, что туда, что обратно, дождь лил как с ведра, не прекращаясь. Мы забронировали столик на 10 часов вечера, но в итоге дождь продолжался. У нас в Лос-Анджелесе сейчас просто какой-то сезон дождей, и мы решили в такую непогоду остаться дома и уже никуда не ехать. Просто была лень, если честно. Я хотела вообще столик раньше взять, но у них ничего не было раньше 10 часов вечера. Плюс мы хотели посидеть снаружи, там же вид красивый, этот ресторан находится на крыше небоскреба, а так как дождь, естественно, там, наверное, все люди внутри толкутся, народу, наверное, много, и, короче, не было смысла ехать, и мы с Женей приняли решение, в общем, на следующий день рвануть на озеро Тахо. Мы забронировали отели вечером, как раз-таки уже на следующее утро, в 7 утра мы с семьей выехали с родителями сюда, вот мы уже приехали в отель. И
И да, здесь круто. Женя с папой снова на лыжах хотели покататься. Мы хотели родителям виды красивые здесь показать. Кстати, у нас с Женей никогда не было спонтанных каких-то поездок. Мы всегда все тщательно планируем, если мы куда-то едем, летим, потому что, ну, у нас коты, у нас работа, ответственность, и мы всегда должны все спланировать. Плюс всегда стараемся найти хороший отель какой-то. Обычно это нужно все заранее делать. И тут мы такие: раз, все, завтра едем куда-то. Что-то в этом есть, какая-то своя романтика. Немножко проехали, здесь такой уровень снега. Мне кажется, никогда в своей жизни вообще не видела столько снега. Вот лежит там реально по 3 метра. Машины, кто не успел откопать свои машины, они вообще полностью в снегу. То дорога здесь уже такая скользкая, кое-где там вообще снег на ней лежит. Но, в принципе, здесь дороги расчищают. И они не настолько плохи, как могли бы быть. То есть, если бы их не чистили, то дороги были вот такие, как вот здесь, как в этот сугроб. Знаете, самое что крутое? То есть, так много снега, так красиво. То есть, мороз может быть -1, он вообще не чувствуется. На улице вообще не холодно. Просто идеально зимняя погода. Сегодня из-за снегопада было закрыто абсолютно все. То есть мы вчера купили 4 билета на морскую прогулку на этом круизном, как лайнере. И в итоге они отменили это все, потому что снег, да, был очень сильный. Ну, там мы бы все равно никаких видов не увидели. Потом мы хотели поехать посмотреть виды красивые, там дорога закрыта, потому что тоже снегом завалило. Хотели пойти на каток, его тоже закрыли, потому что снегом все примело. Но мы не расстраиваемся из-за погоды, потому что где бы я еще увидела столько снега, причем я хотела увидеть, чтобы он прям падал. И это безумно красиво. И сам городок очень красивый. Мы ходим, просто гуляем, ходим по сувенирным магазинчикам, в галереи разные, поэтому... Погода настроение нам не испортит. Вообще не бывает плохой погоды. В принципе, уже новогодние праздники закончились, но атмосфера в этом городе до сих пор праздничная. То есть, знаете, здесь только гирлянды висят, но за счет вот этого снега, который лежит на деревьях, это настолько красиво, сказочно. Они катаются, мне очень нравится. Мне нравится атмосфера, но вот чтобы у меня было сильное желание тоже кататься, его нет. Возможно, я бы покаталась на этой штуке, не знаю, как это называется, просто такой круг какой-то пластиковый, и туда просто попой садишься и съезжаешь с горки. Вот это весело. И безопасно, главное. Мы хоть с мамой не катаемся, но нам и так нормально. Мы гуляем, болтаем, пьем, едим, фотографируемся. Папа с Женей сейчас поехали наверх, на большую горку, последний раз съезжают, и мы уже едем домой. Я, кстати, уже начинаю мерзнуть. Вот, а через неделю Женя хочет еще раз сюда приехать после съемок и хочет меня на лыжи сагитировать. В общем, не знаю. Я когда-то каталась на лыжах, пробовала, не осталась в восторге, но можно попробовать еще. Сегодня последний вечер в отеле. У нас сейчас еще пока нет бассейна в доме, что прискорбно, но надеюсь, что в скором времени он появится. Как я говорила, когда у нас был бассейн под боком, как-то туда особо не хочется, но когда его нет, тебе его катастрофически не хватает. Мне даже немного грустно, уезжать не хочется, все-таки отдыхать классно. Единственное, почему я хочу очень вернуться обратно домой, это коты. Я очень скучаю по нашим котам.